Ху Юйхао на уровне титулованного. Это точно будет интересно. В связи с этим была представлена новая модель Ху Юйхао. Его светло-голубые доспехи невероятно круты, а черты лица стали более зрелыми, наконец-то вселяя в него уверенность, необходимую для броска вызова богу зверей. В последних сериях аниме «Боевой континент 2» Ху Юйхао предстает в новом облике в доспехах ледяного бога войны. Новый дизайн Тан Утун тоже выглядит весьма впечатляюще. Теперь же главный герой Ху Юйхао готовится к очередной трансформации. Официальный релиз его новой формы титулованного демонстрирует его невероятно красивые светло-голубые доспехи. На самом деле, когда Ху Юйхао поглотил пилюлю сотворения, он уже обладал боевой мощью уровня титулованного. Хотя только Тан Утун достигла этого уровня сейчас, Ху Юйхао был всего одним шагом от него. Однако дело было не в нежелании совершить прорыв, скорее он выбрал чрезвычайно сложный путь. Будь то Тан Утун или любой другой мастер, для достижения уровня титулованного требовалось лишь сконденсировать одно ядро души, что было не слишком сложно. Но Ху Юйхао нужно было сконденсировать два ядра души, потому что он уже сконденсировал свое первое ядро души духовного типа, когда поглотил пилюлю дракона, и он планировал следовать пути взаимодополняющих ядер душ инь-ян, поэтому он еще не стал титулованным. Теперь, когда Ху Юйхао завершил сражение в Миндоу, нашел сине-серебряного императора и вернулся в Академию Шрека, он собирается начать попытки сконденсировать свое второе ядро души, приготовившись к прорыву на уровень титулованного. В конце концов, Ху Юйхао полностью готов. Он не только получил первозданную силу 600-тысячелетней морской принцессы-русалки, но и духовную душу принцессы-русалки. Все готово. Судя по текущему развитию сюжета, мы увидим это уже через несколько эпизодов, и официальная команда довольно благосклонно относится к этому, преждевременно представив новую модель персонажа Ху Юйхао. Стоит отметить, что новая модель титулованного Ху Юйхао была представлена не съемочной группой, а платформой. Они использовали новую модель для обновления обложки аниме. Новый дизайн Ху Юйхао выглядит невероятно привлекательным, с существенными изменениями в целом. Его одежда также была переработана, получив более оригинальный стиль. Теперь это светло-голубой доспех. Основой служит облегающая светло-голубая мантия, дополненная золотыми узорами, что придает ей изысканный вид, вероятно, отражающий его статус. Кроме того, круглый энергетический шар на его груди, по-видимому, является вторым ядром души, абсолютным ледяным ядром души, ключевым элементом в его становлении титулованным. Вместе с тем, черты лица Ху Юйхао также изменились. Раньше он не был настоящей силой, и его черты лица казались несколько незрелыми. Однако после получения титула его статус и положение изменились, и он официально вошел в ряды самых сильных. Более того, два ядра души Ху Юйхао, несмотря на то, что он только что получил титул, вероятно, были не менее сильными, чем у супертитулованного в реальном бою. Это придало его чертам лица более зрелого вида, создавая ощущение преображения. Даже его прическа изменилась. В целом он обладает более внушительной внешностью. Получение титула означает успешное завершение пути Ху Юйхао к созданию инь-ян дополняющего ядра души. Важно понимать, что самым большим препятствием на пути Ху Юйхао к божественности был бог-зверь дракон Дитянь. Ранее Ху Юйхао избегал пути резонансных ядер души, поскольку Дитянь обладал инь-ян дополняющим ядром души, что делало его даже сильнее предельного титулованного 99-го ранга. Ху Юйхао также использовал метод инь-ян дополняющего ядра души для конденсации высшего ледяного ядра души, тем самым уравняв шансы и придав себе уверенности в том, чтобы бросить вызов Дитяню. Как видим, история восхождения Ху Юйхао к вершине континента — это не просто хроника получения новых сил, а эпическое повествование о преодолении пределов человеческого тела и разума. Его путь к статусу титулованного и обретение 9-го духовного кольца уникальный, ведь ему предстояло пройти этот путь дважды, для двух совершенно разных боевых духов. Путь Ху Юйхао к заветному 90-му уровню начался с невероятного внутреннего прорыва.
В отличие от обычных мастеров, которые создают лишь одно ядро души, Хо Юйхао, благодаря своему гению и помощи наставников, смог конденсировать два ядра души – инь и янь. Это дало ему колоссальное преимущество и выдержать нагрузку, которая просто разорвала бы обычного человека. Когда он достиг 89 уровня, пришло время искать 9-е кольцо для своего второго боевого духа – ледяной императрицы Скорпионов. Это 9-е кольцо не было получено от одного единственного зверя. Оно стало квинтэссенцией наследия Крайнего Севера. Пробив барьер 90 уровня, он стал полноценным титулованным. По традиции, достигнув этой вершины, духовный мастер должен выбрать себе титул, отражающий его суть. Хо Юйхао не стал выделять лишь один из своих духов. Он объединил их, взяв имя Лин Бин Доуло, титулованный Духовного Льда или титулованный Ледяного Духа. После завершения опасного слияния Ледяного Духа, Хо Юйхао наконец достиг величайшего прорыва в своей жизни. Внутри его тела сформировалось второе духовное ядро предельного льда, которое вращалось в противоположном направлении относительно его ментального духовного ядра. Благодаря методу взаимодополнения инь-янь, оба ядра начали работать как единое целое, создавая совершенно новый уровень силы. Его тело полностью преобразилось, и жизненная энергия меча Хранителя Жизни восстановила все повреждения. Однако за этот успех пришлось дорогой платить. Пробудившись, Хо Юйхао сразу увидел лежащую рядом обратную чешую черного дракона, которую когда-то оставил в его теле Дитянь. Теперь он оказался достаточно силен, чтобы снять ее самостоятельно. В этот же момент он почувствовал присутствие бога зверей над городом Шреком и понял, что Дитянь пришел именно за ним. Даже старейшина Хюань не понимал, что происходит. Он сразу почувствовал, что Дитянь использует не собственную силу, а силу какого-то высшего существа. Самое страшное заключалось в том, что даже боевой дух Таоте, который обладал высшим драконьим авторитетом и раньше подавлял Дитяня, теперь и сам едва не преклонился перед богом зверей. Но настоящая, самая страшная и величественная глава в истории его колец была связана с его первым боевым духом – духовными глазами. 9-е кольцо для него Хо Юйхао получил уже после того, как стал титулованным. И это событие стало одной из самых кровавых и эпичных битв в истории Великого Леса. А что вы думаете о новой внешности титулованного Хо Юйхао? Напишите в комментариях. Также начат сбор на видео в новом месяце июле. Ваша поддержка напрямую влияет на выход видео по боевому континенту, Пожиратель звезд и Противостояние Святого. Спасибо. Большое спасибо за просмотр и всем пока.